Всем привет, мои дорогие, и добро пожаловать в наш первый день переразгрузки. Как же здорово начинать вместе с вами этот чудесный проект, новый проект для меня, на котором мы будем вместе с вами кушать, готовить, снимать видео, отслеживать ваши минусы и радоваться жизни. Будем учиться кушать красиво, вкусно и правильно. Я надеюсь, вы уже посмотрели мое видео «Как настроиться на похудение» и второе видео «Victoria's Secrets», в котором я рассказываю о правилах, о секретах системы питания, которую я сама создала и назвала ее Nordic Balance. Так что, дорогие мои, в добрый час, добрый путь. Я уже сегодня погуляла с Феликсом, съездила на встречу, и поэтому я такая вся из себя уже преднакрашенная. Вот, и начинаем наш день. Я буду завтракать немножко позже, потому что я не успела это сделать вовремя, мне нужно было по делам съездить. С Феликсом я вас тоже непременно познакомлю в ближайшее время, может быть, уже завтра на прогулку пойдем вместе с ним, я вам его представлю. Ну что, дорогие мои, мой завтрак сегодня состоит из маленький стаканчик теплой воды, вот он у меня такой совсем небольшой. Конечно же, чашечка моего любимого крепкого эспрессо и где-то 150 грамм творожка с мандаринкой и с веточкой, не помню, как она называется, лайм, что ли. Не удивляйтесь, я не буду голодна с таким завтраком, потому что у меня будет хороший, вкусный, полезный перекус, о котором я вам сейчас расскажу и покажу его заодно. Вот так вот это выглядит. То есть комбинация хорошая у нас и протеинов, и полезной клетчатки. Дорогие мои, хотела вам сразу же сказать вот о чем. О размере тарелки. То есть мы должны на время нашего проекта отложить большие тарелки, которые выглядят вот так вот. Видите, она какая большая. И заменить ее на вот такую тарелку, на которой и лежит мой перекус. Сейчас я все подвину и вам покажу. Для чего мы это должны сделать? Мы должны с вами это сделать для того, чтобы обмануть наше подсознание. Когда мы берем большую тарелку и кладем на нее ровно такую же порцию по объему, как на маленькую, будет казаться, что тарелка пустая, и вам непременно захочется еще съесть добавку. Когда вы возьмете вот такой размер тарелки и положите тот же самый объем пищи, то вам будет казаться, что тарелка полностью заполнена, и вы посылаете сигнал на свое подсознание о том, что так тут же так много еды, и этого будет, наверное, мне достаточно. И вы уже не потянетесь еще за одной порцией. Итак, повторюсь, вот мой завтрак. Мандаринка с творожком, теплая вода и эспрессо. На перекус вот я сделала себе такой вот один кусочек хлеба, который разделила пополам, и на каждый из них я положила 2 разных вида сыра. И тоже, конечно же, выпью потом чашечку эспрессо под такой вот полезный перекус. И на сыры я положила также редиску и ломтик зеленого перца. Ну что, дорогие, встречаемся после перекуса на ланче. Я вам покажу, что я буду готовить и как, и что мы будем кушать с вами. Всем хорошего дня и до связи. Ну что, мои дорогие, как ваши дела? Вы не голодные? Перекусы не забывайте? Надеюсь, что у вас все хорошо, так же, как у меня. Время пришло к обеду, и мы сейчас с вами идем делать ленивые чебуреки. Вау! Это так будет вкусно и так все быстро и просто. Ну что, идем? Тогда за мной. Итак, что, мои дорогие, нам для ленивых чебуреков нужно? У нас цельнозерновые лепешки, такие тортилос. Вы можете взять также лаваш. И я сделала смешанный такой фарш говяжий-свиной, куда добавила лук, чесночок и кориандр, кинза по-русски. Теперь я разделяю эти лепешечки пополам, вот так вот. И на каждую из них я буду выкладывать
по пару ложек этого фарша. Так вот. Ну или одну такую большую выровняем. И завернем в такой конвертик. И это и будет нашим чебуреком, который полезный и можно кушать с чистой совестью. Вот так вот я их раз прижимаю рукой, руки чистые, все хорошо, и выкладываю сюда. Это будет подготовка к тому, что мы их будем обжаривать на сковородке на подсолнечном масле. Видите, это все делается за 3 минуты. Фарш я покупаю готовый, я сама никогда ничего не делаю. У нас качество, слава богу, хорошее. Вот. Ну, а если, конечно же, вы сомневаетесь в качестве, то лучше сделать его в домашних условиях. Вот так вот. И еще у нас будет один. Прижимаем, распределяем мяско. Чуть-чуть у нас тут вылезло. Так вот. И складываем этот. Вкусно, сытно. Ничем не отличается от настоящего чебурека, поверьте мне. Уж что-что, покушать я люблю. Так же, как и большинство из вас. И главное, что, как я уже сказала, их можно кушать с чистой совестью. Вот еще один. Вот и все, дорогие мои. Теперь заворачиваем еще этот и приступаем к обжариванию на сковородке. Вот такая у нас получилась прелесть. Ну вот, наша сковородка разогрелась. Теперь мы добавим немножко маслица подсолнечного любого. Буквально немножко. И выложим наши чебуреки. Так вот по кругу. Теперь мы накроем наши чебуреки крышечкой. И под крышкой они будут жариться с обеих сторон. Вот так вот дадим им спокойно прожариться, там как у нас фарш же сырой. Я поставила на 8. Это будет нормальная температура. Вот так вот они обжариваются, и скоро мы их будем кушать с вкусным салатом. Пока они обжариваются, я сделаю салат из помидорчиков, огурцов, редиски, зеленого лучка. Добавлю петрушку и кинзу. И заправлю все это оливковым маслом и соком лимона. Ну вот и подошло время к обеду. Наши чебуреки готовы, так они прекрасно выглядят. Я сделала салат, пока они жарились, как я сказала, из помидорчика, огурчика, красного лучка, петрушка, кинза у меня здесь еще и укропчик. Заправила это оливковым маслом и лимонным соком. Вот, перед тем, как я буду кушать, я обязательно выпью вот этот маленький стаканчик теплой воды. И так вот это все выглядит. Это очень все сытно и вкусно. Дорогие мои, те, кто худеет с большого веса, то есть старт с большого веса, да, и вам нужно постройнеть там на 10 килограмм или больше, то, естественно, такой порции вам будет недостаточно, и вы должны скушать вот как целый чебурек, если сложить эти четвертинки, да, хотя бы такую порцию, потому что помните о том, что сразу же уменьшение объемов пищи невозможно, иначе это будет насилие над вашим организмом, а нам это не нужно. У нас все должно быть спокойно, красиво, вкусно, сытно и полезно. Так что имейте это в виду, помните об этом и идем дальше. На перекус следующий я съем какой-нибудь фрукт. У меня есть зеленая груша, яблоки, в общем, что-то из этого, потому что обед сытный. Вот, и нет, я сделаю, пожалуй, вкусный дринк, который вам обязательно выложу. Это тоже будет хорошо, он будет не очень такой
насыщенный, но полезный. Так что смотрите следующее видео о перекусе, и потом встретимся уже за ужином. После моего наивкуснейшего обеда, который состоял из чебурека и салата, вот мой очередной перекус. Это коктейль, который состоит из шпината, сока сельдерея и лимонного сока, который я в блендере перемешала и добавила 1 ложечку такую пищевых дрожжей. Сейчас вы этот рецепт увидите в записи, и поверьте, он очень-очень вкусный и полезный. Сейчас мы перейдем к моему второму перекусу, который будет состоять из, как я уже вам показала, из прекрасного такого коктейля, который очень-очень полезный. Он будет из шпината, свежевыжатого сока сельдерея, 1 лимона. И все это мы в миксере взболтаем. И потом я в этот коктейль обязательно добавляю вот такие вот пищевые дрожжи, о которых я вам в следующий раз тоже подробно расскажу. Эти дрожжи, они очень полезны, они насыщены витаминами В и великолепно укрепляют иммунную систему, также нервную систему. Так что это очень полезная вещь, и я вам потом покажу и расскажу. Ну что, приступаем. Итак, в блендер я добавляю, у меня уже есть здесь шпинат, шарики шпината, где-то штук 5-6 у меня было. И вот стакан сельдереевого сока я сюда выливаю. Так, и сейчас мы выдавим сок лимона прямо в блендер. Вот так вот. Будет очень вкусно, полезно и сытно. Так. И еще добавляем вторую половинку. Вот так вот. И все это смешает. И мы смешаем в блендере. И вы увидите, какой консистенции получится этот такой а-ля коктейль. Закрываем блендер. Получилась у нас вот такая вот масса. Этот коктейль очень-очень хорош тем, что он полон витаминами С, В, как я уже сказала, и также хорошо насыщает, это может быть хорошим вашим перекусом. Время приближается к ужину. Вот такое вот прекрасное мясо. Говяжью вырезку мой муж запек на гриле с разными специями. А на гарнир я хочу сделать вот такую вот цветную капусту, которую я просто-напросто обжарю на подсолнечном масле с разными специями. То есть мы сейчас ее вот так вот отпустим сюда. Я надеюсь, ничего не упадет. Вот как все будет чудесно. И мы ее обжарим на таком хорошем огоньке с солью, с перцем и с теми специями, которые вы любите. И тоже будет очень сытно, вкусно и полезно. Эту цветную капусту обжаривайте, как я сказала, на большом огне, ну таком, чтобы не пригорело, конечно же, и она должна быть такая, знаете, хрустящая. То есть добавляйте свои любимые специи и кушайте с наслаждением. Ну а свою порцию я вам покажу чуть позже. Как выглядит мой ужин. Немножко водички. Один кусочек говяжьей вырезки и жареная, такая быстро-быстро жареная цветная капуста со специями. И бокал красного вина. Ну что, мои дорогие, наш первый день переразгрузки подходит к концу. Мне очень интересно узнать ваше мнение и услышать ваши комментарии. Не были ли вы голодны? Не было ли у вас какой-то жажды, например, или не тянуло ли вас на сладкое в этот первый день, да? И я очень надеюсь, что вы уже завтра увидите какие-то хорошие результаты на весах, то есть ваши маленькие минусики. Хочу вам сказать еще вот что на моей системе, если вы видели видео, да, мои 7 секретиков от Виктории, мы не считаем калории, мы не взвешиваем еду, и красное вино у нас тоже допускается.
Нужно жить с удовольствием, кушать вкусно, полезно и не бояться еды. Дорогие мои, я с вами сегодня прощаюсь. Мой день был великолепен, но я немножечко подустала, потому что у меня еще в перерывах между готовкой было 7 клиентов, которых я веду индивидуально. И, конечно же, эти консультации тоже занимают много энергии и так далее. Но я счастлива, что мы начали вместе с вами этот мой новый проект. Люблю вас всех и до завтра. С вами была любящая вас Виктория Андерсон. Хороших вам и приятных снов. Пока!